В этом видео хочу поговорить про дедовщину в армии. Каждый из нас слышал про дедовщину в армии, а возможно кто-то и сам прочувствовал ее на себе. Так вот, что ж такое дедовщина и есть ли она сейчас? Дедовщина – это когда пацаны, которые прослужили уже какой-то период службы, начинают ставить себя выше других пацанов, которые попали в армию совсем недавно. Начнем с того, что я служил в армии и прочувствовал на себе некоторые моменты дедовщины, но сейчас могу сказать, что уже такой дедовщины нет, как была, так сказать, лет так 20 назад. Например, был у меня один случай. После столовой нас водили всех на курилку, и без разницы, куришь ты, либо же нет. Тебе нужно идти на курилку и ждать, пока все покурят, и только потом все вместе вы пойдете в казарму. Ну а я же не курю и думаю такой: тю, а чё я буду стоять и ждать, пока все покурят? Лучше я присяду на скамейку и подожду сидя. Но тут, можно сказать, я сделал ошибку, потому что сидеть на скамейке, которые находятся на курилках, могут только дедушки. И тут ко мне подлетает такой дед и говорит: ты чё, сынок, попутал? Куда ты сел? Ну а я ж, так сказать, немного внутри дерзкий и отвечаю ему: тю, так а шо, нельзя просто сесть и подождать? Я же не курю и ничего плохого не делаю. И тут он мне такое говорит: я не понял, ты шо меня дерзишь? А ну встань. Ну я же такой встаю, и тут он мне такое просто начинает фанеру пробивать. Кто не знает, что это такое, объясняю. Это когда бьют кулаком в грудь. И вот он мне, так сказать, провел комбо с 5 ударов в грудь. Врать не буду, было больно. Но я дальше стою, смотрю ему в глаза и говорю: ну шо, легче стало? И тут он мне такой: ты шо, будешь мне еще дерзить? Но я же ему говорю: так, все, успокойся, я плохого ничего не сделал. Если бы я сидел с сигаретой и курил, то да, я бы тебе и слова не сказал, а так, ты же знаешь, что я не курю. Он потом еще немного побубнел и успокоился. Возможно, кто-то скажет: ты чё как трус, надо было ему сдачи дать. Но я скажу: нет, в такие моменты лучше стерпеть. Потому что вот дал бы я бы ему сдачи, и потом по-любому началась бы драка. И это заметили бы офицеры, и потом из-за нас двоих начали бы задалбывать всю роту, и в конечном итоге я бы получил больше всех. Потому что на меня переключились бы другие дедушки и начали бы задалбывать. Так что в этом моменте могу сказать, я повел себя правильно, и в принципе, как таковых моментов дедовщины я не испытывал. Даже при том, что я постоянно с дедушками разговаривал на «ты», а они этого не любят, потому что как этот дрыщ может тыкать дедушке? Но я тыкал, и со мной нормально общались, да и фигню я не страдал, залетов было у меня мало. Бывало и такое, что дедушки заставляли мыть полы, да и просто задалбывали, но я делал работу с улыбкой и показывал, что мне пофиг, какой ты там дед. И вел я себя уверенно при разговоре с дедушкой, даже моментами дерзил немного. Но дерзить надо по-умному, и лучше всего, когда вы наедине, так сказать, геройство у него будет чуть меньше, чем на публике. Но знай, если ты не уверен в себе и по тебе это видно, то лучше промолчи, дерзить не надо, а то можешь и по ушам получить. И чаще всего неуверенные в себе, так сказать, солдаты выполняют самую грязную работу. У нас было пару воинов, которые гоняли до самого дембеля. Так вот, был у нас еще один офицер, который любил, так сказать, поприкалываться. Например, прокачать так, пока ты просто не упадешь на землю. Либо же был такой у него прикол дать КамАЗа. Короче, он передней частью своего берца бьет тебе в ногу, а именно в кость. И блин, какая же это боль, просто ужасная. Но больше всего он любил бить кулаком тебе в почку, и если он хорошенько тебе попадет, то такой боли ты еще не чувствовал, и после удара дышать ты не сможешь секунд так 5, короче, вообще делать ты ничего не сможешь, пока боль не пройдет. Но со временем ты привыкаешь, и это становится как прикол. Да и мужик этот офицер классный, просто его сильно, так сказать, затянула армия. Но так он в любой момент готов был помочь, так сказать, по-человечески. Так вот, чего же появляется дедовщина в армии? В первую очередь из-за офицеров, которые сами говорят дедам воспитывать молодежь, все дела. Или же отсутствие каких-либо работ, и тут деды просто начинают задалбывать молодых солдат. А если бы у всех была бы куча работы, то максимум, что бы хотели бы деды, это просто отдохнуть, а не просто задалбывать молодого солдата. Ну а если есть строгая дисциплина и офицеры занимаются молодым составом,
дедом, а деды просто ожидают свой дембель, и любые признаки дедовщины сразу пресекаются, то по сути дедовщины как таковой быть не может, потому что все на равных условиях. Но есть, конечно, так называемые обиженные деды. Например, был у меня такой случай, я уже стал дедом, и тут другой дед начинает задалбывать молодого солдата. Я же подхожу к нему и говорю: нафига ты его задалбываешь? И тут он мне такой отвечает: так а шо, меня за это задалбывали, а теперь и я его буду задалбывать. Я такой смотрю на него и говорю: ты лучше нормально объясни ему, что можно, а что нет. И только потом, если он тебя не послушается и забьет на тебя болт, то потом уже задалбывай. Так что дедовщиной заниматься начинают те, которые ничего не могут и в душе обиженки, и скорее всего их очень частенько гоняли и обижали. А тут просто у него появилась власть над молодым солдатом. И этот дед сам же был на его месте, и его также задалбывали. И лучше бы, чтобы он что-то изменил, а не повторял, как же его задалбывали, когда он был молодым. Еще расскажу про мой приятный момент в армии. Когда я был дедом, была у меня группа людей, которых я должен был научить всему, что умею я сам. Ну а если тебе интересно, чем же я занимался таким в армии, можешь зайти на мой инстаграм. Там есть фото и видео. Короче, в описании ссылочка. Так вот, как я их начал учить? В первую очередь, я сказал вслух, какие были мысли у меня, когда я был на их месте, и какие у них могут быть мысли обо мне. Рассказал, как меня задалбывали из-за того, что у меня не было желания учиться таким вещам. Но вот главное, что я им сказал, это то, что я не буду их задалбывать. Я покажу, как правильно все делать, а вы сами сделайте выбор, будете вы этому учиться или нет. Но в конечном итоге вы это будете уметь. Потому что сейчас эту работу делаю я, но скоро у меня дембель, и я уйду, и вы станете на мое место. Если вы не будете уметь это делать, то вас уже будут учить офицеры, и они уже не будут учить как я. Так что, пацаны, слушайте меня, выучите движение, и нормально у вас будет служба. И как ни странно, они меня послушали. Каждое наше занятие было с улыбкой. Даже несмотря на то, что офицеры частенько меня нагибали из-за того, что пацаны долго учатся. Но для меня было главное, чтобы я их учил так, как мне хотелось, когда учили еще меня, а не через мат и агрессию. И вот самый приятный момент. Мой последний день армии. Я попрощался с ними, мы пожали друг другу руки, потом крепко обнялись. И они мне сказали: жаль, что я ухожу. И это было искренне. Я именно так и хотел, чтобы мы попрощались, а не так, как я провожал своего, так сказать, наставника с мыслями в голове: наконец-то этот гандон уходит. Ну что могу сказать, на это у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик, да и про комментарии не забывай. И главное, оставайтесь с людьми.